Всем привет, продолжаем играть в Morrowind. Я по-прежнему нахожусь в казармах ординаторов. В предыдущем эпизоде мы тут нахватали кучу барахла, у меня небольшой перегруз. Но это не помешает нам продолжить наше путешествие. Я, наверное, воспользуюсь амулетиком вот таким вот. И будем отсюда сваливать, потому что больше мы награбить ничего не сможем. С помощью вмешательства. И далее пешочком. В предыдущих эпизодах я ввел вас в заблуждение, как это уже делал не раз, на предмет дайкатаны. Конечно же, Драм-Бюро никакую дайкатану не дает. Тут в комментариях возникло сомнение, я проверил, действительно, дайкатану он нам не даст, а только катану. И, соответственно, у нас не так давно появился деэдрический длинный меч. Вот. И сейчас, наверное, появится дайкатана. Честно говоря, сейчас не буду я врать и говорить, что помню, какая там у них, какие характеристики, какая емкость. Мы это сравним. Но возьму я все-таки дайкатану, ничего другое, потому что ничего особенно другое нам и не нужно. Так. Вон стоит наш орк. Сейчас мы ему барахлишко скинем, и, видимо, придется его отправить. Либо мне самому смотаться. Давайте сначала скинем барахло. Сапоги он напяливает, блин. Ну ладно, пока нормально. У него, соответственно, тоже перегруз, никуда он так не пойдет. Вот, а мы можем вот это вот все добро. Ну, надо чинить, видите. Чинить и, не знаю, можно было бы просто выкинуть. Но пока что я не хочу мусорить. Существенный перегруз. Ладно. За городом обитает много монстров. Да. Нам нужно вот в этот дом с привидениями. Здесь такая тревожная атмосфера, но нас это не должно никак смущать. Разве что вот на предмет ингредиентов я бы тут пособирал. Вот таким вот образом. Здесь у нас замочек уровень 50. А у меня, как всегда, нет запаса сил. Да. Ну, худо-бедно получилось. Драм-бюро у нас стоит вот в этой вот комнате. Собственно, вот он. Давайте сохранимся. Хочу я от тебя получить награду в виде дайкатаны. Но дайкатану, конечно, мне не дашь. Давайте-ка мы посмотрим, кто здесь с ним стоит. Что за ребята, и можно ли здесь что-нибудь потырить? Давай скорее. Ценного. Но особо нет. Семнадцатый уровень. Меч ночи. Ладно. Ничего не продают. Воровать нечего. Так, ну тут про какие-то дела он говорит. Нам это, конечно же, не интересно. Пока что нам надо ему про шахту рассказать. И вот на выбор оружия. Топоры, дробящие, длинные мечи, луки и короткие мечи. Ну и копья. Я, откровенно говоря, всегда брал лук. Потому что играл в основном за таких вороватых персонажей. И все вот эти вот предметы мне были особо не нужны. Но в этот раз мы возьмем длинный меч. Это деэдрическая катана. Говорят, ее сделали в Акавире. Собственно, вот она. Вес 54. 54, друзья.
Такими темпами мне придется отказаться от альтернативного оружия для нашего орка и перейти на какое-то одно. Потому что и у него перегруз, и у меня, собственно говоря. У него 330, а у меня всего 200. Ну, давайте так навскидку сравним. Здесь у нас 44, 40, 14 и вес 54. Ну, параметры сравнимые, но вес здесь 60. Скорость 135, а здесь скорость-то повыше, 150. И прочность у катаны получается больше. И скорее всего емкость у них сравнимая, хотя цена, видите, разная. Так, ну что, придется мне отдать катану орку и отправить его до дому, до хаты. А завершать уже задание с вот этим вот убийством мы будем, наверное, самостоятельно. Благо мы можем призывать худо-бедно кое-каких монстров. Так. Но я должен еще здесь встретиться с информатором. Давайте его в Альдрун. А сам я отправлюсь обратно в храм. Мы посетили, конечно, там тайную библиотеку, все это прекрасно, но вот встретиться с информатором нам нужно. Задание у нас. А потом уже пойдем по заданию с убийством. Вспомнить бы еще, куда тут идти. Да, вот библиотека, и нам нужна вот эта дама. Я так не думаю. Говорит, что нужно пройти в заднюю часть библиотеки. Давайте так и сделаем. Ну? Проходите. Мое терпение не безгранично. Так, значит, ничего не знает о культе шестого дома, но может рассказать о культе Нереварина. Храм почитает Неревара как святого и героя, но пророчества о его воплощении караются здесь как ересь. Культ Нереварина заявляет, что трибунал – ложные боги, отсюда преследование храмом культа Нереварина. Группа, названная жрецами-отступниками, оспаривает доктрину храма по поводу пророчества о Нереварине. Запрещенная книга продвижения истины описывает их верования. Найдите копию для Кая Касадаса, но мы уже нашли. Жрецы, так, это понятно. Сродни силе Дагатура. В книге описаны споры жрецов-отступников касательно доктрины храма. Здесь есть один экземпляр. Ну, вроде бы я нашел продвижение истины. Что тут еще можно пощелкать у нее? Культ Неревара, преследование. Угу. Ну и вроде бы все, да? Да. Значит, задание Кая мы, можно сказать, выполнили. Если ищете неприятности. И можно идти в квартал или поселение Хлалу. Ой-ой, какой ты страшный. Давайте попробуем воспользоваться здесь лодкой, чтобы долго не бегать. Правильно же я помню, а то сейчас наговорю вам опять лишнего. Так, где-то ты. В здании Хлалу. Так и сделаем. Вот мы прибыли.
Может быть, нам прямо сразу скажут. Женщина с кинжалом. Не видел, говорит, ничего похожего. А если подумать? Это тоже нет, да? И про убийство он ничего не знает. Ладно, давайте все-таки зайдем внутрь. Ну, что-то вот я так вспоминаю, что это было в квартале чужеземцев все-таки. — 43 отношения. Я выслушаю, ну давай скорее. Все равно нет. Ладно. Давайте сразу спустимся тогда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, здесь ее нет. Надо бы перейти на другую сторону, там посмотреть. Хотя нет, здесь мы сразу окажемся. Нет. Но здесь ее нет, очевидно. Все-таки, наверное, квартал чужеземцев нам нужен. Давайте туда направимся. Вот что-то меня ввели в заблуждение тут. Либо я прочитал невнимательно. Да, про 7 жертв я слышал. Этот тоже ничего не скажет. Нам нужно на самом деле на ту сторону. Не сейчас. Мне так кажется. Да вы бы лучше следили тут за женщинами всякими с кинжалом, а не за мной. Я-то законопослушный гражданин. Почти всегда. А то следят, а у них тут убийство под носом. Аж 7 штук. Давайте подсветим. А то там многие жалуются все время, что темно, темно. Но вот сейчас я играю днем. Освещение у меня достаточно хорошее. Солнца, конечно, нет. Все-таки Петербург. Но день. И для меня здесь прекрасно все видно. Если я сделаю светлее, то я даже не знаю, как играть тогда буду. Я и так добавил яркости. Обычно я делаю еще темнее для себя. Так, ну вот мы за каким-то хреном поселение Ридаран. Ну нет, конечно же, просто не сменилась надпись. Или это поселение Ридаран? Нет, не может быть. Нижний пояс, все верно. Так, давайте сразу спрашивать про женщину с кинжалом. Угу. Нет, это не то. Подожди, вот женщина с кинжалом. Так, так, так. В подземельях она. Это логично. Да вот хочу женщину с кинжалом здесь поймать. Я не помню точно, в каком выходе она нас ждет, поэтому сейчас мы восстановим магию. Восстановим немного запас сил. Я приготовлю, наверное, трупика нашего. Тут, кстати, тоже книги можно потырить.
Вот здесь вот давайте-ка посмотрим. Пока восстанавливается у нас запас сил. Посмотрим, что он продает. Путь паломника, проповеди. Продвижение истины не продает. И денег у него мало. Думаю, из моих книг вы узнаете много нового. Ну, наверное, если бы я играл первый раз, то узнал бы много нового. А сейчас, наверное, не особо много. Ладно, восстановился запас сил. Отправляемся. Я думаю, что мы сохранимся, конечно же. Сразу я призову на всякий случай трупика. Ага. Мы появились не там, где надо, но здесь тоже, смотрите, святилище. И вполне возможно, что вот этот орк, там орк стоит, будет агрессивен. Насколько я помню, это святилище у нас квестовое. Трупик наш зачем-то понижает силу крысе. Это не очень разумно. Если у нее есть мясо в инвентаре, тогда это могло бы иметь смысл. А если мяса нет, это зараженная крыса, не будем ее трогать. Сохранимся. Не уверен я, что мы можем тут безопасно бродить мимо этого орка. А без нашего орка соваться туда, наверное, смысла нет. Тем более, что со статуей там разговаривать тоже я, наверное, не буду. Давайте приготовим колечко. Молнии. От крыс отстреливаться будем. Радиус агро у этой женщины с кинжалом тоже довольно приличный. Вон она. Так, ну вот крысы. И здесь мы не пройдем, да, просто так. Здесь придется еще и левитировать мне. Да. Немножечко слевитируем, чтобы не обходить через орка. Так, сохраняемся. Вот зря я здесь, конечно, сохранился, но ладно. Призываем трупика. Кого-нибудь еще ему в помощь, наверное. Давайте, может быть, ужаса клана. Смотрите, получилось с первого раза. Так, трупик ушел. Но я надеюсь, силу он ей все-таки понизил. Все, женщина с кинжалом померла. И зачем-то упала в воду. Такое я впервые вижу. Дружочек, а ты не хочешь свалить? Придется мне нырять. Так, грубый бронзовый ключ. Ну и кинжальчик. Ну ничего не остается, как применить вмешательство и доложить о выполнении этого задания.
В орден дозора нам надо, да? Не сейчас. Или как-то так. Судебной канцелярии нет. Вот опять, наверное, казармы. А у меня немножко есть место в инвентаре. Нет, это все не то. Немножко не туда я зашел. Видимо, с другой стороны. Так, это у нас зал мудрости. Казармы. Да, а вот сюда нам надо. Сделал я работу. Мне нужна шлем и кераса. Можешь И говорить. даже место еще есть. Давайте-ка. Так, здесь я уже побывал. Вот замочек. Сохранимся. Телекинез здесь нам понадобится. Все забираем. В чем дело, простолюдин? Простолюдин, простолюдин, а вот обновку у вас потырил. Угу. Сохраняемся. Вот и мистицизм растет потихонечку. Ну и все, у нас опять будет перегруз, поэтому мы сейчас, наверное, возвращаемся до дома, до хаты. И нужно разгружать инвентарь. Прямо разгружать. А рабов я опять не купил. Давайте, наверное, я сейчас все-таки это сделаю. Мне нужны бездонные контейнеры. Продолжай. Так, орк стоит и пусть стоит дальше. Нужно посмотреть, где у нас тут продают рабов. Жди здесь, не суетись. Сражайся, храбро. Ну, по торговцам надо посмотреть. Нам, наверное, нужен такой же орк. Хотя, в принципе, какая разница, какая у них грузоподъемность, да, они все равно будут стоять на месте. Поэтому любого можно купить. Давай. Вот ростовщик, например, должен, по идее, рабов продавать. Так, здоровье понятно. Но нет. А Можешь рабов он продавать не хочет. Это странно. Но в книжном магазине вряд ли рабов продают. Давайте посмотрим на всякий случай. Ну нет, конечно же. Вот еще какой-то вроде торговец. Разнообразные товары. Специальный товар. Да, значит, мне нужен... Ну, тут выбор-то, видите, орк, эльфийка, норлинг. Давайте возьмем орка. У него, смотрите, 245. Но он поменьше, конечно, чем у нашего наемника. Ну и направляемся до дома.
Сейчас будет небольшая суета, связанная с выкладыванием барахла. На продажу это все мы не понесем в ближайшее время. Сражайся храбро. Да я и так храбро сражаюсь. Он целую женщину с кинжалом победил. Так, значит, на продажу мы в ближайшее время это все не понесем. Я подожду до зачарователя. Так, сапоги мы у него, конечно же, отберем. И, конечно же, придется снова мне применить заклинание свое. Так, ну все по порядку. Да, и кирасу ему нужно сразу отдать. И он ее сразу наперл. То есть она лучше орковской получается. Но это и логично. Ну и так получается логически, что этот чувак у нас будет с броней. Так. Еще место у него есть. А вот это не очень хорошо, смотрите. Кираса не отображается. А у нашего? А у нашего отображается. А в чем проблема? Именно оркская кираса не отображается. Да. Это проблема, конечно. Давайте прикроем это дело. Так, что тут еще тебя отягощает? Шлемы. И книги. Так, вот продвижение истины. Надо не забыть ее с собой забрать. В принципе, перегруза нет, видите. Но если учесть, что у него два оружия. Пока что пусть с катаной ходит. Так. $203. С катаной у него, конечно, с клейморой у него перегруз. Вот так у меня перегруз. Вот так сделаем. Пойдем. Теперь надо его как-то удачно так разместить. Я думаю, что где-нибудь вот здесь. Обычно я делал вот так. Даем ему команду на перемещение. И ждем, когда он... Куда ты пошел? Засранец. И ждем, когда он займет место пригодное. Давайте закроем дверь. И он, конечно же, пошел опять в эту дверь. Ну вот где-нибудь здесь он, по идее, должен стоять, по моей задумке. Но никак не в коридоре. Ладно. Попробуем еще раз. Ну, в принципе, вот здесь неплохое место.
Хотя, конечно, я хотел бы ближе к стене. Ну ладно, проход есть. И этого достаточно, значит. Отдаем ему сапоги. Так. Рабский наруч надо будет продать. Теперь надо выложить книжки. Так, метафизика нам больше не понадобится. Вот эту я с собой пока потаскаю. Продвижение истины тоже. А задание Вивики от Кая нам уже не понадобится. Сообщение от Хулии. Да. А где остальные сообщения? Или они мне на словах все там рассказывали? Будем надеяться. Либо оно где-то у орка. Ну-ка, давайте проверим. И восстановим ману. Раз уж я здесь оказался. Что ты хочешь, Бреттон? Так. Чужестранец. Чужестранец, чужестранец. А видишь, какие дела тут творю. Вы тут не можете разобраться со своими проблемами. Без чужестранца. Так, 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 так. Нет, у него никаких записок нет. Поэтому давайте-ка мы смело напялим на него За городом ботиночки. обитает много монстров. Хоба. Отлично. И я смотаюсь к Касадосу. В Балмору, конечно же. Куда хотите? Да уже я отправился. Ночной глаз. Окошки светятся, все как положено. А у Касадоса нет окошков, видите? Окошек. Чтобы никто не подглядывал, видимо, как он тут скуму жрет. Поговорю с вами. Мне очень приятно. Все, распоряжение выполнено. Он повышает меня до ранга странника. Еще не готов. Иди улучшай навыки. Понятно. Что у нас с заданиями? Реторту Грандмастера мы так и не уперли. По гильдии воров. А по гильдии магов... Ну-ка. Эдвина нам вроде бы никаких заданий больше не дает. Вроде бы мы у нее все выполнили. Да, вот в Садрит Мора, я думаю, стоит сгонять. И оттуда также можно попасть в Тель-Мора за вот этой вот ретортой. Давайте спросим, что здесь надо сделать. Хотите поговорить? А, для волшебника точно я вспомнил, блин. Повышение нам не дадут, конечно же, никакое. Печально. Ну что ж, пойдем тогда в Тель-Мора, хотя бы Вам что? по гильдии воров задание выполним. Это же вот Большая Хелен вроде бы дала мне это задание. А следующее у нее как раз будет вот это с наемником. Да. В Тель-Мора вот Говори,
у этой торговки, опять же, если я ничего не путаю, там в домике тусуется еще и квестовый этот ловчий корпуса. Бить его, конечно, имеет смысл, но для задания это не обязательно. Ну вот для этого конкретного задания. Я попробую, конечно, душонку его поймать. Если получится у меня его завалить вот этим кольцом молнии, чтобы свитки не тратить ценные, то мы это сделаем. Так, мы направляемся в Тель-Мора. Я слушаю. Тель-Мора. Где здесь торговка? Вот это надо вспомнить. Давайте-ка мы вот сюда пойдем. А вот она. Сохраняемся. Нужная нам реторта. Вот она. Уже слышно там тяжелое дыхание на верхнем этаже. Торговка, конечно, да, она не хочет ничего торговать, пока мы не разберемся с ловчим корпуса. Давайте это сделаем. Приготовим заключение. Сохранимся. И попробуем. Вот он. Падла. Возможно, кстати, это ее бывший муж. От хорошей жизни, видите? Превратился во что? Так, он лечится, смотрите-ка. И вроде бы какая-то регенерация у него. Ну, душонку мы захватили благополучно. 300 вместимостью. Забираем слезы. Посмотрим, что здесь можно украсть. Но в основном, видимо, ингредиенты. Не побрезгуем. Так, и сундучок, смотрите-ка. Замочек 75. Ну, давайте вскроем. Чего бы нет. Потренируем хотя бы мистицизм. Ману сольем опять же. Там всего лишь монетки. И надо мне как-то эту реторту умыкнуть, так чтобы меня не спалили. Сделать это не так просто, потому что она, видите, затылком палит. Мы можем, конечно, ее вывести уже известным нам способом из этого помещения. Но хочется мне все-таки попробовать так. Давайте применять хамелеон. Сохраняемся. У меня есть кольцо окружения. 20-30 хамелеона. Проверяем. 26, нормально. И, наверное, какие-то, да, зелья. Мало. Но они стакаются, видите? И телекинез, естественно. Ну, есть. Сохраняемся. Там еще у нее реторта, не реторта, это ступка и пестик, но, блин, уже закончилось действие. Знаю, смогу я вам помочь, но я попытаюсь. Да, ты попыталась уже. Ладно, не будем тут заморачиваться. Давайте сразу возврат.
либо не возврат, а божественное вмешательство, наверное, лучше будет. Чтобы сразу в Садрит-Мора. Да. И к сценку. А, почему? Блин, к какому сценку? Что-то я уже... Все, друзья. Не к сценку, нам же надо в гильдию воров. Продолжайте. О, все, допрыгиваю. Ну, это у меня такой, как сказать, ритуал небольшой, перепрыгивать вот там. Это значит, что неплохо уже прокачана акробатика. Так, значит, здесь мы докладываем про реторту, придется ее отдать. Мне дали 200 золота, а стоимость реторты там 1400, что ли, блин, или 1600. Повышение дашь хотя бы? Навыки. Вот мы и уперлись, друзья, в потолок по повышению. Но мы можем по-прежнему выполнить какие-нибудь задания. Где у нее задание? Работенка. Да, вот наем волшебника. Это в гильдии магов Волверин Холла. компании. И там нам как раз скажут, что нужен эбонит. Точно. Вот это я все вспомнил. Так, а кто здесь Чем обязан? по волшебникам? Ну-ка, давайте. Тихо, 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 все загалдели. Волшебника хочу нанять, не наемника, а именно волшебника. Ариэль Финкель. Так, да. По-моему, вот это вот. Ну, если вам что-нибудь понадобится, я с радостью помогу. 4 куска эбонита с отца. Но нет ничего проще. Возврат. У нас 6 кусков, а надо 4. Так. И сразу же обратно. Сделаем это задание. Садрит-Мора. О чем я думала? Стой. Добро пожаловать. Прошу, не стесняйся. Все, эбонит передан. Наемник, видимо, снаружи будет ждать. Выходим. Чем могу? Так, что я его не вижу. Где он? Или он уже внутри? Подождите, что я здесь опять подзабыл. Да, вот он. Если я смогу что-нибудь сделать, Вот то такой вот обязательно помогу. наемник 19 уровня. Вот бы мне такого дали. Боевой маг и вызывающий. Да, гильдия магов. Кольцо летящих осколков нам дали. И следующее. Секрет ридаранской кухни. Так, значит, в особняке Летри. А, нам нужно в этом особняке украсть книгу. Понятно. И отнести вот этой Фаре, видимо. Но этим мы займемся уже в следующих эпизодах. Добро А на пожаловать. сегодня, пожалуй, это все. Спасибо за внимание. До новых встреч.